что он прямо такой. Всем привет! Вы на канале Geeky Day. Меня зовут Ирена, и сегодня у нас необычное видео. У нас сегодня распаковка. Я знаю, что в этой коробке будут Дэдпулы, но я не знаю, какие там версии Дэдпула. И я уже очень хочу посмотреть, но я хочу открыть коробку так, чтобы ни вы, ни я не знала, что там внутри, и чтобы это был для всех сюрприз. Я уже с нетерпением хочу узнать, что там, потому что посылка огромная. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Вот такая вот посылка. И сегодня мы посмотрим, что в ней. Надо распаковать. Для этого нужен нож. Нож. У меня впервые на распаковке коробка таких огромных размеров. А еще и с официальной надписью Фанка. Тут еще картон, я чувствую. Ой, пупырка. Пупырка. Все, теперь мы убираем ее из кадра и будем доставать по одной. Как я уже говорила, в этой коробке разные версии Дэдпула. Если вы хотите узнать более подробную информацию о персонаже Дэдпула, вы можете посмотреть мое предыдущее видео вот здесь вот. Я хочу пощупать, если там стикер или что-то такое, чтобы знать, примерно знать, что это. Ага, это Дэдпул, волшебник. Вообще, эта фигурка эксклюзив, но мне она пришла без стикера, потому что это европейский дистрибьютор. Такие фигурки нам всегда приходят без стикеров. Подробнее об этом вы можете узнать из моего предыдущего обзора на Дэдпула Пирата. А теперь давайте откроем его. Фигурка очень качественная и пахнет новой фигуркой. Ну просто, когда вы будете распаковывать фигурку, вы просто понюхайте ее. Вы поймете, о чем я. Несмотря на то, что халат у нее одной деталью, и он серый, без прорисованных деталей, мне кажется, все равно халат очень хорошо смотрится, потому что на нем есть рельефность. А еще мне нравится, что на жезле у Дэдпула есть логотип Дэдпула. Вот стоит он, кстати, не очень хорошо из-за его массивной головы и шляпы. Это, кстати, проблема почти всех фигурок со шляпой, что они очень плохо стоят. Им нужна либо подставка, либо отсутствие пружинки в голове. Кстати, по-моему, очень милая деталь, то что на верхней коробке у Дэдпула, помимо того, что видно его голову, видно еще и жезл. Приступим к следующей фигурке. Спойлер, это Дэдпул. Это Дэдпул в халате с медвежонком, пандой. Это очень милая фигурка. У него тапочки единорогие. Это, мне кажется, супер милая фигурка. Единороги на тапочках и панда в руках. Это просто умилительно. Что у этой фигурки, что у той фигурки. Очень хорошая покраска. На первый взгляд я не вижу никаких изъянов, никаких пятен с красками или клея. И скульпт очень хороший. И они такие прям увесистые. Очень качественно сделаны. Кстати, интересно, где они сделаны? Во Вьетнаме. Да, я как уже говорила в ранних видео, что фигурки во Вьетнаме, мне кажется, по качеству лучше, чем в Китае. И вот эти тоже сделанные во Вьетнаме, мне очень нравится их качество. А теперь следующее. Там что-то такое тяжеленькое, я одной рукой не достану. Я не подглядываю, не подглядываю. Коробка падает. Сейчас. Это Movie Moment! О май гад! У меня такого еще нет! У меня вообще нет в коллекции ни одного Movie Moment. И как бы... Я очень рада. И что мне нравится, что у 6-дюймовых, что у Movie Moment, что у Pop Ride, у них очень твердая коробка, то есть прям такой твердый картон. И она поэтому не так часто портится, и в отличие от вот этого мягкого картона. И когда ее открываешь, не бывает заломов на коробке. Я в шоке. У меня до этого не было Movie Moment в коллекции, потому что я считаю их очень сложно фотографировать. Они все-таки стоят уже в позе, и у них какая-то там своя среда, и есть декорации, поэтому их уже не поставишь куда-то и не сделаешь другую сценку, а они именно конкретно в этой сцене. Выглядит, конечно, шикарно. Я, наверное, зря недооценивала Movie Moment, и, возможно, я обзаведусь еще. Оно такое тяжеленькое. У этой коробки, кстати, внутри есть картонка, которая имитирует город. То есть даже можно ее куда-то поставить, ну, например, если без коробки показывать фигурку, то ее можно поставить прямо вот
с этим фоном. И это очень здорово тоже. У Movie моментов и у 6-дюймовых очень часто пластик, который и у райдов, кстати, который открывается именно вот таким вот образом. О, боже мой. Вы видите, какое это чудо? Это прекрасно. Фигурки, конечно, не снимаются с подставки никак, но выглядит это очень эпично. Вообще все это такое детальное, все так здорово выглядит, что я даже не знаю, что сказать, у меня просто теряется взгляд, столько деталей. Мне очень нравятся эти камни, мне очень нравятся трубы, которые торчат вот отсюда из земли, это как будто бы сломанный асфальт. Удивительно, насколько хорошо прорисованы все детали и как качественно сделаны фигурки. И все это в целом выглядит очень эффектно. Я даже теперь не знаю, что дальше ожидать. Так, это обычная Funko Pop, я уже чувствую по весу. Да, это Дэдпул, лежачий. Коробка, конечно, мятая. Но я думаю, что это можно пригладить, оно именно отогнутое, то есть она не заломленная, а отогнутая, поэтому я думаю, что это можно исправить. Как и у Movie момента, у этого Дэдпула пластик двойной, который раскрывается вот таким вот образом. Что я редко встречаю в обычных фигурах, но так как это не совсем обычная фигурка, а лежачая, то у него другой пластик. Подставка просто огроменная. Я такие подставки редко встречаю. Я видела только у Эрнеста де ла Круза с «Тайны Коко» мультфильма. Но у него большая подставка, потому что у него гитара, и подставка еще покрывает гитару. У Дэдпула подставка большая, потому что он лежит. Было бы мило, если бы они сделали подставку в виде коврика или чего-то такого. Фигурка, кстати, хорошая. В принципе, обычный Дэдпул. Все детали, как всегда, хорошо покрашены. И подставка вошла очень хорошо, не было никаких проблем и держится крепко. Помимо того, что у лежачего Дэдпула коробка горизонтальна, а не вертикально, как у всех остальных, у него еще серийный номер находится на бедре, а не на ноге или на голове. Туда. Да. Там последняя фигурка, и там есть еще коробочка, о которой вы узнаете больше. Это Pop Ride, ну, это не совсем как бы Ride, это входит в линейку Ride, но Ride обычно чуть побольше, а он как бы стандартный, размера стандартной фигурки. Давайте откроем его. И это у нас Дэдпул на скутере. И опять двойной пластик. Я сказала, что двойной пластик встречается редко, и у меня уже третья подряд фигурка с двойным пластиком. И он сейчас выпадет, потому что он на подставке должен стоять. Я не знаю, как ее впихнуть туда. Силой и усилиями мой оператор Володя смог поставить ее на подставку, и, в общем-то, она стоит. Сама Райд немножечко заходит за подставку, но это никак не мешает, она не падает от этого ничего. В принципе, мне кажется, очень милая фигурка. Но у него рука так выглядит, как будто в руке должно быть что-то, а он просто такой, типа, кулак показывает. Больше пластика, в гору пластика. Наша гора пополняется, и, в принципе, с поп-фигурками мы закончили. Там есть кое-что еще, и вы сейчас увидите, что это. Я чувствую на ощупь, что это. И это другая коробочка! Сейчас давайте посмотрим, что здесь. Я уже боковым зрением вижу, что там два брелка, а остальное это у нас Мистери Минис. Это прям как Рождество. Первый брелок у нас это обычный Дэдпул, маленький миленький Дэдпул. У меня еще тоже в коллекции не было брелков до этого. Это мои первые брелки в коллекции. Достаточно прочные, хорошо очень сделанные. На удивление для брелка. Даже колечко в пластике. Ой, я его без ножниц не сниму. Ну ладно, пусть будет в пластике. Голова у него увесистая. Единственное, что я боюсь, что у него вот эти маленькие мечи, если его реально носить как брелок, то они пострадают очень быстро. И, ну, он неустойчив. Но что вы ожидали от брелка? И следующий у нас в коробочке это Дэдпул в банной шляпке с уточкой. Это колечко у нас тоже в защитном пластике. Вот такой вот у нас Дэдпул. Мне кажется, или голова у него в 3 раза больше, чем тело. Мне кажется, на обычных фигурках она не такая большая. А мы приступим к Мистери Мини. Я сейчас достану их из коробки. Здесь у нас коробка в коробке. Вот так. И
Я всегда мечтала просто распаковать такое большое количество Мистер Мини. Как это по-русски blind bag? Слепой пакет? Слепой пакет. И это всегда весело открывать и весело смотреть. Коробочка у Мистер Мини приятная на ощупь, матовая. А теперь давайте быстренько посмотрим на шансы выпадения разных Дэдпулов. Самые редкие здесь это шанс 1 к 72. Это Дэдпул Русалка и Дэдпул, протыкающий мишку катаной. Следующие по редкости идут Дэдпул Викинг и Пандапул с шансом 1 к 36. Дальше у нас шанс 1 к 24. Это Фитнес Пул и Король Пул. Дальше у нас идут с шансом 1 к 12. Это Официантка Пул и Диско Пул. Остальные с шансом 1 к 6. И мне нужен нож. Вот что мне не нравится у Мистер Минис, единственное, что эту коробочку приходится разрезать. Но с другой стороны, это гарантирует вам то, что коробка не вскрывалась. Помимо этого, там всегда внутри еще пакет. Так, на задней коробке мы видим другие фигурки. И я хочу пощупать и угадать, кто там. Я не знаю, это какой-то круг. Он просто круглый. Наверное, это Дэдпул в стиле диско. Делайте ставки, кто там. Я не угадала. Это Дэдпул официантка на роликах. У него граната, он подает гранату. И он тоже башкотряс. Кстати, Мистер Минис и Фанка Поп, они в Марвел, они всегда башкотряс. Хотя, казалось бы, такая маленькая фигурка. Мистер Минис, кстати, пахнут по-другому. А остальные 11 фигурок мы решили снять с другого ракурса, чтобы вам было лучше видно. И вы получили такое же удовольствие, как получаю сейчас я. О, вот теперь я уверена, что это Дэдпул в стиле диско, потому что у него такая шершавенькая голова. Да, я была права, это Дэдпул в стиле диско. Мне нравится его выражение лица, он очень милый. Картон, конечно, клевый. Я думаю, что это либо Дэдпул Панк, либо Дэдпул Уточка, потому что у него на голове такая странная штука. Похожая на гребешок, либо на какую-то прическу. Как я мастерски открыла в этот раз. Это Дэдпул цыпленок, поедающий цыплят. Наверное, из всех Мистер Мини пока что это мой самый любимый, но посмотрим, что будет дальше. Это Дэдпул с чемоданчиком. Он очень хорошо устойчив. И у него маленький нарвал на чемоданчике и логотип Дэдпула. И у него такое выражение лица жалобное. Честно сказать, я не знаю, кто это на ощупь. Мне кажется, что это спортсмен с гантельками в руках. Нет, это Дэдпул Панда, и у него свернута шея. У него очень классное выражение лица. Я уже научилась открывать Мистер Минис как профессионал. Я думаю, что это Дэдпул Русалка. Кстати, напишите, сколько фигурок вы угадали. Это повторка! Я думала, что мне не попадется повторок, потому что у меня 12 фигурок и 12 коробочек, и они все из одной коробки. Это значит, что теперь у меня в коллекции будет не доставать одной фигурки. Так, следующая коробка очень легкая по сравнению с остальными. Да, это точно Дэдпул Русалка, я почувствовала его хвост. Кстати, пакет большой и на ощупь как будто бы он другой, не такой шелестящий. Да, это Дэдпул Русалка. Он мне нравится. У меня такое подозрение, что это либо опять Дэдпул Курица, либо Дэдпул Панк. И если это Дэдпул Курица, то вселенная мне на что-то намекает. Нет, слава богу, это Дэдпул Панк. И, кстати, он достаточно устойчив. Его лицо мне чем-то напоминает лицо Дэдпула Панды. У меня есть подозрение, что это Дэдпул Доктор, либо это опять Дэдпул Панда. Да, это Дэдпул Доктор, и он с пилой. Я бы не хотела пойти к такому доктору. У него даже маленький стетоскоп есть. Вот такой вот у нас Дэдпул. И у нас еще одна повторка в коллекции. И я думала, что больше повторок не будет, но оказывается вот еще. И теперь у меня минус 2 фигурки в коллекции. Осталось еще 2. Коллекцию я уже полностью не соберу. Но будем надеяться, что нам попадется Викинг либо Дэдпул с проткнутой мишкой. Хотя, в принципе, из всех, кто остался, мне все нравятся, так что неважно, кто попадется. Я уже чувствую, что это опять повторка. Я вам не скажу, но я знаю, на кого это. Как вы думаете, кто это? Это Дэдпул с чемоданчиком. И это значит, что у нас минус 3 фигурки в коллекции.
Последняя фигурка, все надежды на нее. Посмотрим, что нам попадется. Держите за меня кулачки, барабанная дробь. Вам видно? Видно? А, это Дэдпул Доктор, и это еще одна повторка. Итого у нас 2 Дэдпула Доктора, Дэдпула Панка, 2 Дэдпула с чемоданчиком и 2 куриных Дэдпула. А из редких нам, в принципе, попался вот этот Дэдпул. И он не стоит. И вот у нас вся та куча, которую мы сегодня распаковали, и я в диком восторге, но больше всего мне понравился Movie Moment и Дэдпул Волшебник. А из Mystery Minis мне больше всего понравился Дэдпул Цыпленок и Дэдпул с чемоданчиком. А меньше всего из Mystery Minis мне понравился Дэдпул в стиле диско и количество повторок. А с вами все еще Ирена с канала Geeky Day. Это была куча Дэдпулов, и мы прощаемся. Пока! Окей. Я уже с нетерпением жду